32 команды мечтали оказаться сегодня здесь, но только 2 из них хотели этого больше остальных. Сегодня именно тот день, когда сойдутся лучшие из лучших и станет известен победитель Лиги чемпионов. Георгий Черданцев и Константин Генич приветствуют вас на финале лучшего клубного турнира Европы. Всего один матч отделяет нас от окончания этого сезона, но матч этот самый важный. Сколько финалов ни посмотри, это никогда не надоест. Миллионы глаз смотрят сейчас трансляцию, которую видите и вы. Еще бы, это главный матч клубного сезона, финал Лиги чемпионов. Матч, который определит, кто является лучшим клубом Европы. Давайте посмотрим, кто на поле сегодня с первых минут. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. В 1959 году в немецком Гельсенкирхене администрация стадиона по ошибке назначила гандбольный и футбольный матч в одно время. Никто из спортсменов не хотел уступать право проведения игры. В результате матчи проводились одновременно и были доведены до конца, а на поле было 4 команды и 2 мяча. И вашему вниманию стартовый состав Ливерпуля. В этой схеме нет ярко выраженного центрального нападающего. А он им и не нужен. Атака идет всей командой. И тут можно ждать неприятностей от любого игрока. Первый тайм начался. Виталий Буяльский. Томаш Кенджора. Тащит он мяч вперед сейчас. С угла будут подавать, но в отборе очень надежно было сыграно. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Садио Мане. Роберто Фирмино. Теперь в атаке уже соперник будет. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Перед вами 2 сильнейших клуба Старого Света прямо сейчас. Они преодолели долгий путь, но окончание турнира уже совсем рядом. Совсем скоро мы увидим трофей в руках капитана одной из команд. Пока же сосредоточимся на игре. Будешь навешивать-то, а? Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Сергей Сидорчук. Вербич. Играет он на партнера. Неплохо он с мячом идет вперед. В центр штрафной пошла подача. Ван Дайк не дает этому угловому стать опасным. Аут. Посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Виталий Миколенко двигается с мячом вперед. А что, арбитры? Нет, все-таки аут. Не будет углового. Беньямин Вербич. Отдает он передачу. Интересно, куда дальше мяч пойдет.
Как здорово защитник сыграл сейчас. Хороший прессинг показывает соперник и забирает себе мяч. Сергей Сидорчук. Ходит мяч у них. Играет в пас команда. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Все как надо вратарь делает. Уверен, он с этим ударом справляется. Ну, особой опасности этот удар не таил, но выключить голкипера из игры было бы опасно. Пошла подача. Такое впечатление, что ему кто-то крикнул: «Выбей в аут!» И мяч в руках у голкипера. Мяч в зоне атаки. Ищет возможность для удара, судя по всему. Фирмино. Да, с такой дистанции надо забивать. Тут вариантов других быть просто не должно. Ну, мы сейчас гола не увидели. И вратарю-то даже особо напрягаться не пришлось. Теряют они мяч. Отличный прием. Так держать. Фабио Таварес. Не удается его остановить в защите. Отдает он мяч партнеру. Играют они в пас. Хороший по задумке пас. Какое спасение! Здорово играет голкипер. Из хорошего положения наносил удар соперник, но вратарь молодцом. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Если действие хорошо отработано на тренировках, то угловой превращается в страшное оружие. Но, как мы видим, Георгий, розыгрыш стандартов – это не самая сильная сторона этой команды. Виталий Миколенко. Мяч покинул пределы поля, и это аут в пользу Ливерпуля. Александр Арнольд. Роберто Фирмино. На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. Была возможность обострить игру, но не игры. Артем Шабан. Никита Бурдан. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. И как он дальше мячом распорядится? Сбрасывает мяч. Штанга, момент не закончен. Играет он на партнера. И подавать сейчас нужно. Пас играет команда, ждет своего момента, перекатывая мяч. Не попадает по воротам игрок. Да, и давай отметим, как неплохо здесь сыграла защита. Все-таки они поставили футболистам не самое удобное положение. Хорошая была возможность выйти вперед. Вот тренер на бровке тоже так, наверное, думает. Виталий Буяльский. Николай Шапаренко. Такие передачи придают атакам остроты. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Бенемин Вербич. Артем Шабан. В закрытой манере сегодня действуют обе команды. Решили они не рисковать без необходимости. Пока что игра у нас идет на измор. Кто кого первым заставит ошибиться. Не получилось у них мяч удержать. Хорошо, он с мячом вперед идет. Фирмино. Айда пас выполняет Фирмино.
Позиция для удара отличная была, а вот ну куда же ты пас отдаешь? Вот это ошибка сейчас у вратаря, и очень опасно может быть. Шанс для Ливерпуля вырваться вперед угловой в их пользу назначил судья. В центр штрафной подан мяч с углового. Совсем что-то странное исполнил игрок, который выполнял подачу, и мяч будет введен ударом от ворот. Салах старается сделать что-то полезное и помочь команде, но пока у него не очень получается. Ему все-таки стоит играть поактивнее. Пока что он совсем не впечатляет. Движения почти нет, он мало открывается и не дает возможности партнерам развивать атаку. В общем-то, команда ждет от него большего. Никита Бурда. Сергей Сидорчук. Николай Шапаренко. Мяч перехвачен. Плохо с ним. Есть партнеры в атаке с ним. Катают они мяч. Очень уверенно он идет вперед с мячом. Джорджиньо Вейналдо. Потерял он мяч, но кому он достанется? Можно провести контратаку. Томаш Кенджора. Виктор Цыганков. Виктор Цыганков. Нужно было бороться за этот мяч. Нужно было выходить. Нужно было рвать соперника, то есть дистанцию. Он так и поступил. Очень здорово сыграл. Полностью с тобой согласен. Ливерпуль атакует через фланг. И можно развить эту атаку там в свободной зоне. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Сергей Сидорчук. Есть шанс развернуть контратаку. Можно забивать. Он подает в центр штрафной. Не удалось мяч вынести. Надо обороняться, продолжать. Борьба за мяч. Если посчитать эти угловые, можно просто заснуть. И в центр штраф. Выходит голкипер, и опасность миновала. Первый тайм финального матча Лиги Чемпионов завершен. Перерыв. Ничья у нас после первой половины матча. Наверное, что-то подобное мы ожидали увидеть. Раздался свисток судьи, и у нас продолжается финал Лиги Чемпионов. Джорджиньо Вейналдо. Фабио Таварес. Вейналдо. Ливерпуль атакует через фланг, и можно развить эту атаку там в свободной зоне. Никуда такой навес не годится. Защита первая на мяче, вынос. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Николай Шапаренко. Отличный момент. Как здорово здесь он сыграл. Очень неточно. Даже заострять внимание. Виталий Миколенко. Бенемин Вербич. Виктор Цыганков. Вейналдо. Отдает он передачу. Передача на Мане. Навес в штрафную. Хорошая была ситуация, вот только навес этот у него явно не получился.
Вейналду! Нет, таким ударом его не пробить. Хорошо, он идет вперед. Хендерсон оставляет мяч. И выносится мяч из штрафной. Виктор Цыганков. Идут они в атаку. Вот это да! Отлично сыграно. Садио Мане. Хорошо мяч вперед тащит. Джорджиньо Вейналду. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Легко забрал этот мяч голкипер. Было бы странно, если бы он после этого удара пропустил. Николай Шапаренко. Пошли последние полчаса игры. Не получилось у них мяч удержать. Все верно. Пора сместить акцент атаки. По флангу развивалась атака, но успешно защитник играет. Виталий Миколенко. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Вербич. Ну и Шайже! Алисон отбивает мяч. Очень-очень опасно сейчас было. Хорошо видно по статистике, насколько зрелищно идет у нас матч. Игра идет смелая в обе стороны. Обе команды очень активны. И ищут они дорогу к воротам друг друга. Но вперед пока выйти никто не может. Виталий Миколенко. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Потерян мяч и захлебнулась на этом контратака. Хендерсон. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Есть куда на фланге пройти. Вербич. Виктор Цыганков. Забирает мяч. Робертсон. 20 минут до конца основного времени матча. Хорошо в отборе сыграно. Будет аут. Ого, сразу 3 новых футболиста появляются на поле. Я такое помню однажды в исполнении сэра Алекса Фергюсона. Вирджил ван Дейк. Робертсон. Хороший пас во фланг. Отличная игра в отборе. Будет вбрасывание. Фабиньо. Роберто Фирмино. Защита здорово сработала. Насели на игрока и не дали пробить нормально. Да, здесь оборонцы сыграли зачетно. Ходит мяч у них. Можно выходить вперед. Бей! В игре вратарь. Идет в штрафную и забирает эту подачу вратарь. Сергей Сидорчук. Не смогла атака развиться дальше. Кейта. Мохаммед Салах. Фабио Таварес.
Садио Мане. Кейта. Контролирует мяч Ливерпуль. Соперник пока никак не может его перехватить. Назарий Русин. Сейчас главное сыграть быстро и четко. И тогда контратака может выйти очень опасной. Четко и надежно сыграно. Выносит он мяч из штрафной. У Ливерпуля сейчас будет замена. Назарий Русин. Виталий Буяльский. Ох, как по мячу хорошо приложился. Еще бы поточнее это исполнить. Мощно пробил он издали, но мяч прошел совсем не точно. Шакири. Кейта. Джеймс Милнер. Довести до ума эту атаку так и не удалось. Фермино. Неплохой удар. Жаль, чуть не точный. Время идет, а на табло все нули. Но пока есть время, есть надежда, что сегодня мы все-таки увидим гол. Томаш Кенджора. Нет у него проблем с передачами. Не смогли они мяч удержать. Джердан Шакири. И тут может что-то получиться. Офсайд, как говорится, судья всегда прав, хотя ситуация неоднозначна. Хорошо он в пас умеет играть. Виталий Буяльский. Назарий Русин. Возможно, последняя атака в матче. Ну же, забейте! Виталий Миколенко. Катают они мяч. 3 минуты добавлено к основному времени. Салах. Шакири. Ливерпуль атакует через фланг, и можно развить эту атаку там в свободной зоне. Ну, грузи в штрафную. Удар! Спасает голкипер ворота, но придется ему еще стараться. И с мячом он идет вперед. Не вынес сразу мяч защитник. Опасно. Ничья по итогам 90 минут, и придется играть дополнительное время. Играет в пас команда. Все как надо вратарь делает. Уверен, он с этим ударом справляется. Ну, особой опасности этот удар не таит. Хороший по задумке пас. Какое спасение! Здорово играет голкипер. Из хорошего положения наносил удар соперник, но вратарь... Свисток, и начинается у нас дополнительное время. Сложный финал Лиги Чемпионов выдался для обеих команд. И теперь посмотрим, кто лучше психологически и физически готов к решающему матчу. Никита Бурда.
Играют они в пас. Можно навешивать. Попытка сделать навес. Защитник накрывает. Томаш Кенджора. Сергей Сидорчук. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Назарий Русин. Владимир Шепелев. Контролирует мяч команда. Соперник Владимир Шепелев. Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. У обеих команд сейчас ставка на контроль мяча, так что большая часть игры у нас сконцентрирована в середине поля. Кто окажется более изобретательным во владении, тот и сможет, наверное, открыть счет в этом матче. Ну, нельзя так отдавать мяч сопернику. Ошибся он в передаче. Пас на ход может быть интересно. Тащит мяч вперед он. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота. А жаль, было бы весело. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Александр Арнольд. Кейта. Шакири. Джо Гомес. Джердан Шакири. Салах. Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Выбит мяч из штрафной. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Очень хорошо сейчас против контратаки сыграла защита. Грамотно перестроились игроки. Опасно как! Отличная быстрая контратака получилась, но вот завершение подкачало. Но это совсем не точный удар. Тренер Ливерпуля проводит замену. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Первый дополнительный тайм закончен. Короткая передышка. И потом второй и уж точно последний тайм. Играет в пас команда. Все как надо вратарь делает. Уверен, он с этим ударом справляется. Продолжается наш матч. Последние 15 минут остались в этом финальном матче Лиги Чемпионов. Дальше только пенальти, если, конечно, дойдет до них дело. Александр Арнольд. Джеймс Милнер. Теряют они мяч. Сергей Сидорчук. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. В центр штрафной подача. Ужасное исполнение, вратарь мяча. Кейта. Александр Арнольд. Будет штрафной подавать. Гол! Ну, наконец-то! Да, отметим, что получилось очень хорошо.
Ни мы, ни голкипер такого не ожидали. Замечательный дальний удар. Непонятно только, почему никто из защитников ему не помешал. Какой гол мы только что с вами увидели. Загляденье просто. 1-0 в нашей игре. Финального свистка и окончания дополнительного времени остается 8 минут. Двигается с мячом вперед. Джо Гомес. Шакири. Командам осталось играть 6 минут во втором добавленном тайме. Защитник тут хорошо поработал, выиграл аут. Мяч у соперника теперь будет. И разрезающий пас на ход. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Назарий Русин. И есть на фланге место. И что дальше тут будет? Бить надо и сравнивать счет. И нет больше мяча у Ливерпуля. Виталий Миколенко. Можно навесить сейчас. Какой пас проходит? Ох-хо-хо! Мяч в ворота! Счет равный. Сколько там осталось играть? Минута? Итак, ничья у нас за какие-то минуты до окончания дополнительного времени. Ну что, увидим серию пенальти? Но если чудо не произойдет, Георгий, я думаю, да. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Снова равенство на табло 1-1. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Ну что же, серия пенальти – это выбор уверенных в себе. Это всегда проверка концентрации и нервов, особенно когда речь идет о победе в Лиге Чемпионов. Ну и посмотрим, оправдает ли себя этот выбор. Удачи ребятам! Играет в пас команда. Кто-то считает пенальти лотереей, а я вот не согласен. Просто попади в ворота. Четкий удар и гол! И готовится исполнить он пенальти. Блестящий вратарь играет. И это гол. Будет он 11-метровый сейчас исполнять. И мяч попадает в перекладину. Великолепный удар. От этого удара зависит буквально все. Нужно забивать. Бьет по центру ворот и забивает. Ну что ж, уже лет 30, как это модно, по центру ворот вот так спокойненько пробить. Возможно, этот удар решит исход матча. Для победы достаточно забить. Вратарь спасает. Потрясающая реакция голкипера. Браво. И готовится пробить он 11-метровый.
Историческая победа сегодня для них. Они лучшие в Европе. Они лучший клуб этого сезона в Лиге чемпионов. Тяжелейший финал. 120 минут напряженнейших из серии пенальти. И они смогли вытащить эту серию. Браво, команда! Ну что, пора на подиум получить заслуженную награду. Этот кубок нужно гордо поднять над головой. Конечно, куда без этого? Вот так игроки по одному проходят на подиум. Сейчас они наконец-то получат кубок, и капитан поднимет его вверх на обозрение сотен теле- и фотокамер. Для этого, разумеется, и поднимает этот момент. Нужно запомнить навсегда. Великая победа! Этот кубок поднятый над головой, разумеется, ее символ. Они сегодня молодцы. Они, безусловно, заслужили быть на этом подиуме. Команда в полном составе на поле, и все готово к памятной чемпионской фотографии. Это история клуба, которая творится у нас на глазах. Это фото будут рассматривать будущие.